Скажу честно, я не фанат мобильного гейминга, я даже не люблю гейминг на консолях. Для меня игры это то, во что стоит играть исключительно на ПК и ни на чем больше. Это не значит, что я вообще не запускаю игрушки на телефоне, но делаю это я крайне редко. Компьютер — вот лучший девайс для игр. Но у каждого свои предпочтения, и много людей любят играть на мобилах. Сегодняшнее видео именно для вас. Во что же поиграть на телефоне? Наш сегодняшний гость — PUBG Mobile. Вообще мои обзоры на PUBG следовало бы начинать с ПК-версии, так было бы каноничнее. Но сложилось так, что в ПК-версию я еще не поиграл, хотя она у меня есть, а мобильный уже успел помацать. А все из-за того, что мы с друзьями решили играть в PUBG, и у одного из них не хватает памяти на компе для ПК-версии, а у второго такой компьютер, что даже косынку запускает с лагами. Поэтому я начал с мобильной версии, дабы играть с корешами, и жду апгрейда их компов, чтобы они составили мне компанию в нормальной игре. Мобильный пупок по сути является полноценной копией оригинала, начиная от главного меню и заканчивая картами с их масштабами и деталями рельефа. Мобильная версия вышла в 2018 году, а ее издатели те же, что и оригинальной версии, компания Krafton. Но если в чьих-то других видео вы слышали о издателе Tencent Games, то это тоже верно. Отчасти. Tencent — это одно из подразделений огромной корпорации. А теперь информация для тех, кто не знает, что такое мобильный пупок. То есть PUBG Mobile. Да вообще, что такое PUBG? Это шутер от первого или третьего лица. Вы можете играть и так, как вам больше нравится, в режиме Battle Royale. В переводе «Королевская битва». В чем это заключается? 100 рыл пакуют в один самолет и с голой жопой выбрасывают на арену, в виде которой обычно выступает остров, растягивающийся на сотни километров. После десантирования в любую точку карты, которая вам понравится, вы самостоятельно голые боссы должны искать в домах, контейнерах и ящиках себе снаряжение, оружие, обвесы на него, патроны, бронежилеты, каски, рюкзаки, аптечки, обезболивающие, энергетики, канистры с бензином для транспорта. Он тут тоже есть, да. Бинты, жетоны, за которые в магазине можно купить определенное снаряжение, которое вы так и не смогли найти. Дилда, в общем, все, что сможете найти для выживания на арене. Из 100 человек будет лишь один победитель. Последний выживший с дилда в схватке или же последняя пати, если вы играете в команде с друзьями. 2, 3 или максимум 4 человека. Для того, чтобы игроки не бегали по полмесяца в поиске противника на карте, растягивающейся на сотни километров, есть система зоны. Есть безопасная зона, в которой можно и нужно находиться, а есть синяя зона, находясь в которой вы будете получать урон и можете даже умереть и вылететь из матча. Чем меньше игроков остается на арене, тем сильнее зона сужается, а вместе с ней и анальное кольцо, и тем сильнее дамажит. Для примера, из 100 игроков в матче осталось 80. Находясь в синей зоне, в этот момент она будет вас кусать, но не слишком сильно. Вы сможете простоять в ней около минуты и даже успеете потом из нее выбежать. А вот если из 100 в матче осталось 5 человек, то зона убьет вас буквально за 5 секунд. Поскольку цель игры выжить, то практически все игроки предпочитают кемперскую тактику и лежат по 2 года на пузе со снайперской винтовкой до тех пор, пока пах не перерастет к мху. И вот для таких случаев тоже все предусмотрено. Даже если долгое время не будет убийств, зона все равно начнет уменьшаться. Под мини-картой есть таймер с серым значком. Длится он 5 минут. Эти 5 минут вы можете не париться и спокойно лутаться. Когда пройдет 5 минут, значок станет красным, и синяя зона начнет двигаться, подталкивая игроков на перестрелку. И снова пойдет отсчет 5 минут. По завершении этих 5 минут круг безопасной зоны станет еще меньше. Индикатор снова станет серым. Снова запустится 5 минут и так по кругу. Периодически в рандомных местах карты будут происходить события. Самолет будет скидывать airdrop. В этих ящиках находится одно из лучших снаряжений в игре, и обычно за него идут самые жесточайшие бои. И в рандомном месте арены на некоторое время будет появляться красная зона. В этой зоне будет активный артобстрел, так что в нее лучше не заходить. Либо если вы каким-то образом все же в ней оказались, то зайдите в здание. Кажется, они здесь сделаны из адамантия, и ракеты их не ломают. Так что вы будете под надежной защитой. Даже сидя в будке сантиметр на сантиметр из соломы, ракета, упавшая в метре от вас, ни хрена вам не сделает. Карты не ограничиваются 100 игроками. Есть карты и поменьше, на 50 и 30 человек. Карты с улучшениями, где можно повышать урон оружия и вставлять пластины в бронежилет, чтобы быть более непробиваемым. Если вы играете в команде, то после того, как вас завалили, вы не умираете сразу, а падаете на землю. В этом состоянии вы не можете стрелять, целиться, бинтоваться, вы можете только
ползать как червяк. И если вас не добили, или вы сами не истекли кровью спустя время, напарник может вас поднять на ноги, либо на своем горбу, как в 45-м, вынести из-под пуль в безопасное место, а потом поднять. Но даже если вы окончательно задынаились, а напарник все еще жив, он может вас воскресить на специальной станции. Так он призовет самолет, с которого вы вновь десантируетесь в то место, где вас воскресили. Но на это есть ограничение в один раз. Если вас завалит еще раз после воскрешения, то все, вы просрали эту жизнь. И вам остается наблюдать, как напарники тащат катку в меньшинстве из-за тебя, нуба. Минусов у этой игры хватает. Вот, например, машины. У них вообще своя физика. Вы можете себе спокойно ехать, а потом врезаться, например, в воздух, и машина начнет делать сальто, перевороты и прочие акробатические приколы. Про мотоциклы даже говорить не буду. Достаточно одного слова. Пиздец. Один УАЗик нормальный, он прям будто приклеивается к земле, и ты можешь хоть по стенам ездить. Если вы думали, что в доте катки ищут долго, то вы явно не имели дела с PUBG Mobile. Бывают дни, когда матч запускается быстро, буквально сразу же после клика поиска, но зачастую приходится ждать по 2, 5, а иногда и 15 минут, чтобы нашло долбанный матч, в котором тебя завалят еще на парашюте, и ты снова полетишь в лобби на 15 минут! Кстати, о парашютах. Это тоже минус. Ты можешь одновременно выпрыгнуть с самолета с другим чуваком, лететь в одну и ту же точку, но он, сука, приземлится быстрее тебя, и когда ты только раскроешь парашют, он уже залутается и снесет тебе шухлядку еще в воздухе. Возможно, тут есть какая-то определенная техника, как быстро приземлиться, может, я чего-то не знаю, а может, это просто читерство. В любом случае, я того рот полоскал. Местных игроков тоже можно отнести к минусам, потому что 99% тех, кто играет в эту залупу, ни разу в жизни не выходили из дома, понимаешь? Они у матери в пузе уже были со смартфоном. Я уверен, они даже не знают, как выглядит солнце. Пойди, блять, проветрись, животное. Убивать вас будут постоянно, если коротко. Последний и самый главный минус — это игра на телефон. Все. Я просто сильно не переношу шутеры на смартфонах. Именно поэтому даже видео для вас записываю на эмуляторе. Моя жопа не выдержала бы терпеть эту срань на телефоне даже просто ради записи. А из плюсов могу выделить хорошую графику. Да, вы сейчас видите растянутое изображение на мониторе, но напоминаю, что игра мобильная, и в уменьшенном варианте на мелком экране телефона графон очень даже сочный. И на этом все. Ну ладно, еще тот факт, что в нее можно поиграть на эмуляторе, тоже отмечу как плюс. Это видео не хейт мобильного PUBG. Просто я не люблю мобильный гейминг и не особо фанатею от шутеров в целом. А шутер на мобиле для меня гиперкомбо говна. Но вкусы у всех разные. Многие любят играть на телефоне, у многих нет компа и им приходится играть на телефоне. И даже есть извращенцы, у которых мощнецкий зверь под столом, не тот, который в штанах, а компьютер. Но они все равно играют во всякую хуйню на телефоне. Вкусовщина, ептель. В любом случае, если любите мобильный гейминг, PUBG Mobile вам зайдет. Рекомендую поиграть. С тебя лайк и подписка на канал. А также напиши в комментариях, что думаешь про эту игру. Поделись этим видео с друзьями, это бустанет твой скилл и ты будешь тащить в PUBG. Пока!